Проливные дожди обрушились на арабский султанат в понедельник и не прекращались несколько дней, вызвав наводнение. Authorities in neighboring Oman said 18 people had been killed. Heavy rainfall lashed parts of Oman. Years worth of rain caused major flash flooding in Dubai. Не менее 17 человек погибли из-за наводнения на северо-западе Йемена. Ливень стал самым мощным за последние 74 года. Мы вчера с владельцем этого дома до полуночи сидели, общались. Уголь жгли, дымили. Эти, как называются вот эти, дымовонья. Этому дому оказалось 300 лет. Это получается не дом, а практически музей. Здесь каждая деталь вся историческая. Он с разных мест насобирал, чтобы сделать такой дом-музей. Вот эти двери он взял из мечети. В одной этой мечети меняли двери старые на железные, металлические. Он родные двери из мечети, тоже старые, то ли 100 лет, то ли 150 лет, деревянные, из красного индийского дерева. Забрал себе. Тоже интересно, вот в этом доме стены 60 сантиметров, поэтому здесь слышимость прям на улице дождь идет, даже не слышно, что был дождь. Он ко мне приходит, в смысле сюда домой, и я сижу, он говорит, глянь, на улице какой дождь идет. Вообще не слышно. Стены из самана, глина. Очень хороший микроклимат. Я вот в чужую комнатку зайду, покажу. Когда жарко, они на пол поливали водой, чтобы он промокал. Он тоже глиняный. И вот эти окошечки маленькие, они обеспечивают вентиляцию. Вода испаряется, сверху идет вентиляция и обеспечивает такой естественный оборот воздуха и становится прохладно. Во входной комнате много разных артефактов. Я вчера даже не обратил внимания. Это как обычно в музее, когда гуляешь, ходишь, не соображаешь, просто смотришь и все. А когда он все это рассказал, стало даже интересно. Вот это для хранения тоже старое, сыпучих различных продуктов. Это ключ. У него есть второй дом, и в этом доме есть очень большая дверь, которая сейчас не работает. Вот они ее реставрируют. Это ключ от этой двери. Тоже очень старый какой-то артефакт, ключ. Соответственно, металлический. Здесь он медный. Он здоровый, гля, какой ключ. Вот это, я так понял, если все правильно, там с английским небольшие трудности перевода. Вот это желудок козы. Использовался он для хранения внутри него различных жидких продуктов. Там молоко, лабан и прочее. Хранится очень долго. Или же вот в таких тоже хранили жидкие продукты. И его накрывали вот этим желудком. И тоже могло храниться очень долго. Вот в таких горшках. Тоже очень старые горшки. Я уже забыл, запутался. Один 100 лет, другой 150 лет. Хранили финики. Финики складываешь, обычные свежие финики складывали вот в эти горшки. Также накрывали таким желудком. И могли они храниться до 3 лет в подвале, я так понял, в погребе. Без каких-либо изменений. Не пропадали, ничего. Еще он интересную штуку рассказал. Вот эти вот окна с арками, они, оказывается, чем богаче дом, тем вот эти окна, они выше, и их намного больше, как в одной стене, в одной комнате. Чем беднее дом, тем окошки попроще, возможно, даже без арок. И их меньше в одной стене. Сосед
Тоже дом в районе 300 лет. Они один там, говорит, между ними разница в районе там 10-15 лет. Он тоже хотел купить этот дом у соседа за, он сказал, 3000 реал, ну, скажем, грубо 10 тысяч долларов. Но здесь требуется очень много вложений. Там обвалился потолок. Сосед не отдал. Говорит, хочет больше. Когда дома реставрируют, вот этот вариант этого соседнего дома, видимо, начали его реставрировать, но не закончили. Вот видишь, сверху это обычный блок, как наши там, из бетона, там керамзит, возможно, но обычный блок. А снизу вот старый, вот саман. Если реставрировать по уму, как делал вот этот дядька, то нужно все реставрировать или там поднимать стены, а штукатуривать только из глины. Потому что когда глина, тогда хороший микроклимат, не холодно зимой и не жарко летом. А когда дешевые реставрации, они меняют вот эту глину, этот саман, на вот эти блоки. И он говорит, что в таких домах очень летом жарко. Кондиционер должен быть обязательно. И он прям не успевает охлаждать, потому что очень сильно нагревается бетон под летним солнцем. Вот эта бутылка черная, которую я вчера пробовал, я не мог понять, что это такое. То ли соус, как будто бы что-то с кетчупом связано, то ли варенье. Тоже какая-то жижа. Что это такое? Попробуем еще вот эту штучку-дырючку. Что-то на первый взгляд, на первый вкус показалось, что это какой-то соус. А потом нет, вроде сладенькое. То есть, мне кажется, это все-таки к чаю. Казалось, это мед. Такой черный мед. Этот мед, его собирают только один раз в год, когда определенное дерево зацветет в горах. И это дерево цветет только тогда, когда прошли дожди. Чем лучше дожди, это дерево высасывает много влаги, тем сильнее цветет это дерево. Если дождей нет, то оно может вообще не зацвести. И меда тогда, вот именно такого меда не будет. Это дорогой мед. Как он сказал, от 30 реал за килограмм начинается. Это где-то, сколько получается, от 100 долларов за килограмм. Я же вчера вечером распланировал маршрут. Даже показал его, когда сидел там в кафешке. Мы с ним пообщались. Он говорит, что этот маршрут, да, он есть, но он говорит, он довольно тяжелый. Тем более сейчас идут дожди. Он говорит, 4×4 там пройдет. И говорит, эндуро-байк там пройдет. Он говорит, твой байк тяжелый. Он говорит, он сомневается, возможно, будет тяжело. Я вот думаю, наверное, все-таки ГГшка-то он, в принципе, сможет пройти, он как эндуро. Вопрос-то ко мне. И он говорит, вот этот Джебель-Шарм, дорога, по которой я ехал, он говорит, это очень хорошая дорога по сравнению с той, что я наметил. А если та Джебель-Шарм, где я очень боялся, которая мне показалась что очень тяжелой, считается хорошей, то я решил, что буду менять маршрут и буду туда по длинному, по асфальту ехать до Рустага. Потому что нужно научиться сначала. Я даже не умею ездить стоя. Нужно научиться лучше управлять байком, а то
Ну что, я застряну где-нибудь там, уроню его, буду опять мучиться поднимать. Это несерьезно. Надо понимать, что у меня нету скиллов пока. Снова идет дождь. Пасмурно. По прогнозу сегодня будет весь день идти дождь. А он и хозяин едет на своей машинке. Мистер Хамад. Hello. Oh. Thank you. What is the rain? Again rain. Yeah? More rain at night. Yeah, a lot of No rain. stopping. More rain and more light in night. More that. После сегодняшних дождей вышли реки из берегов, так что, возможно, не везде смогу даже проехать. You go no problem? Medicine only, no more. Huh? No more. Medicine. Little bit. Yeah, I will try. So this side, right? I should go. Yeah, that side. Yeah. This side. على خير. Да, тут сейчас попробуем проехать. Это вот вышла речка из берегов. Slowly, slowly, huh? Huh? Slowly, slowly forward. Out. Bismillah. Я спросил, где можно купить настоящий мед, который не туристический, а который проверенный. Вот он мне говорит, привел меня в место, говорит, это настоящий. Потом мы знаем, как туристические меды делаются. Small bottle. Он перелил мне в пластиковые бутылочки, чтобы я смог... Oh, you even put this? Same like that. Okay. Yeah. Чтобы я смог их довести, а то стеклянный разобьется. That for you. About me in house. Thank you. В прошлый раз я здесь брал лобанчик. Такой тоже вот он. Местного разлива. Не государственный. Сейчас мне его подарили. Очень вкусный лобанчик. This mango green with the sauce. That's for you. О, It's some salt. But his sauce is some tasty for sweet. it's interesting, yeah. Yeah. Okay? Зеленая манго с каким-то соусом. Yeah. Mango green. Thank you. Thanks. Anything for need help? Tell me. Okay. Other help. Thank you very much. I am going to the house, give it the mama, and we'll go to the garden, for the garden. Okay. Yeah, okay? Yeah, thank you. Thank you. Ох, ни хрена себе. Водички сколько.
Только, ребятушки, не тормозите, пожалуйста, езжайте. Мне не хочется здесь остановиться и ноги опустить. Что я говорил, что позавчера, да, когда я ездил. О, чуть-чуть скользко. Чуть-чуть не подскользнулся. Ну, нормально. Контролируемо проехал. Ура! ГГшка! Мы взяли первый брод в Омане. Я говорил, что броды берем. А, видишь как? Вальхафор, 21 километр. Туда я еду. Потихонечку, потихонечку. Вон, видишь, там вот справа речка. Ой, еще один брод. Сегодня, похоже, будет день бродов. Потихонечку. Течение аж чуть-чуть байк поворачивает. А там еще и гравий, не асфальт. Видимо, натесло речкой. Видимо, везде, где... Так, нам тут куда? На кольце прямо. Везде, где были низинки, сейчас сегодня, видимо, будут ой, какая красивая сегодня. После дождя воздух такой чистый. Дымки нету, прям прозрачный воздух, прикольный. Далеко видимость хорошая. Yeah, there is some water on the road, but I'm crossing slowly. There is road, there is water. More the water or medium? Sort of like we passed, like that, like half a wheel, yeah. But it's doable, yeah. Slowly, outside, okay? Yeah, I'm careful, yeah, going. Okay. More the water, no go. Okay, yes, sure. I will try another pass. Thank you, welcome. Thank you. Yeah, bye. Опять водичка. Что там получается? Народ вроде бы едет. Вот там поток сильный. Ну что, попробуем, что уж там. Ребятушки, я должен проехать здесь. Ребятушки, я должен проехать здесь. Вы уж меня извините, бога ради, но я должен проехать именно здесь. Sorry, guys, sorry. О, проехал. Да, смотри, как речки поднялись сразу. Везде вода. Такие мне уже даже и не страшно. Ай, дядя. Взял ты меня, облепил всего.
Еще одна. Ну, что-то тут прям пробочка. Что-то серьезное, что ли? И длиннючая, похоже. Что там происходит? А что-то встречки нет, у меня вот это напрягает. Где встречка? Сама водичка-то ничего, там, как и все, только течение чуть-чуть побольше вроде, чем обычно было в предыдущих. А так вроде не глубоко тоже там. Треть колеса. Почему все так берут влево? Просто обгоняют или... Ну давай попробуем проехать справа. О, гравий. Поехали. А что-то там все встало. Интересно. Почему? Мне кажется, там что-то. Встречки нету. Нету встречки. Просто так не может быть. Раз нету встречки, что-то там. Непроходимое впереди. Так, я уже начинаю наблюдать какую-то там западню. Охренеть. Что-то там какая-то прям западня. Поехали. Ох, как она сносит. Ох, как она сносит прям сильно. Ох, изо всех сил руль держу влево. О, вот это поток. Вот это течение. О. Вот это я проехал. Вон он, форт. На горизонте. Здоровый он. Огромный форт. Да, так возвышается он над Бахлой. Бахла. Это уже форт. Это защитные сооружения. Уже военного назначения. Не как вот я вчера был, просто смотровая вышка. Это уже прям защитное сооружение. Огромное. А здесь вход. Форт. Saturday to Friday. А сегодня Sunday. А, Saturday to Friday. А, ну нормально, он каждый день, получается, открыт. О, какие ворота знатные. Макет форта. Вот, я зашел вот здесь вот. Вот здесь я вот зашел. Сейчас. Видишь, форт огромный.
Форты были сделаны, чтобы здесь можно было выдержать осаду в течение долгого времени. Где-то здесь, под землей, в фундаменте, есть хранилище воды, еды. Форты сделаны по принципу такого лабиринта, чтобы, когда сюда противник попадал уже вовнутрь, за пределы стены, он не мог сориентироваться, куда дальше идти, и начинали они здесь блуждать, чтобы можно было их потом вот в этих различных закутках, комнатках, многих тупиковых комнатушечках отловить и расправиться с ними потихонечку. Вот, пожалуйста, какой-то погребок. Закрытый, правда. Возможно, здесь как раз-таки для продуктов и воды. Вот. Пик. Все вот эти форты здесь, они восстановлены, потому что они же все глиняные. Со временем они разрушались, они все старые, 17-16 веков. И султан Кабус, он решил все форты максимально восстановить, сколько мог за время своего правления. Мне этот владелец отеля, где я останавливался сегодня ночью, рассказал, что этот султан Кабус, Кабус вроде, очень сильно душой болел за Оман. И когда он умер, этот дядька, владелец отеля, говорит, воспринял как собственную трагедию. Этот султан умер в 20 году. И сейчас правит султан, я забыл, как его имя, младший брат этого Кабуса. Внутри одной из башен, защитных башен, по периметру стены стоят башни. Вот внутри одной из таких башен. Вот здесь амбразура для ведения огня. И это внизу, я так понимаю, еще используют для того, чтобы можно было вылить что-нибудь горячее. Или же смолу, или же еще мед выливали. Конюшня. То есть тут получается даже кони внутри были. Похоже, место ясли для 2 лошадей, судя по загончику. Это самая старая часть форта, 5-этажная. Первые части относятся к первому тысячелетию до нашей эры. А я говорил 16-17 век. Здесь о тысячелетиях речь идет, оказывается. Вот основной вход. И вот между основным входом, видишь, где арка и стена, щель. Щель такая, вот она. Эта щель, вот это она, служила, чтобы оттуда на тех, кто ломится, сбрасывать горячую кипяток, горячую воду или, опять же, горячий мед. Вот это дырка перед входом. Собственно, сюда и сливали горячую воду или мед.
Вот это самая старая часть форта, которая тысячелетия до нашей эры. Вот это вот похоже. Где? Тут конюшня, где я был. Видишь, вот стены. И вон башни защитные. Как это, собственно, принято. Вот она, башенка. Сегодня прям шибко жарко. Мокрый, как курица. Ой. Видимо, еще парит после дождя. Хочется куда-нибудь зайти, сесть и посидеть где-нибудь, отвести душу в прохладном местечке. Время 12:30. Бахлея фортец посмотрел. Так, это я здесь все заберем. То я с утреца не поставил. Дождь же был. Она это не водонепроницаемая. Так. Сейчас я еще водички попью. Лобанчику я сейчас попью своего. Ой, и помчу. Очень похоже на наш обрат, только более насыщенный. Больше здесь вкуса молока и сливок. В смысле обрат, я имею в виду сыворотка. Сейчас я поеду до Низвы по трассе 21 по скоростной. Я думаю, там не должно быть этих наводнений, переливов, потому что она такая трасса, ну, сделанная, скоростная, в насыпи. Поэтому, думаю, нормально. Вот доеду до этой Низвы, а там уже посмотрю, чем буду заниматься. Когда едешь, так хорошо. Ветерком обдувает. Мокрая одежда от пота испаряется и становится прохладненько, хорошо. Хочется прям ехать и ехать. Заеду заправиться. В 98 есть на этой заправке, поэтому я заеду. ГГшик любит 98-й, он так мягенько идет на 98-м. 95 один раз залил, как-то, может быть, 95-й был хреновенький, но как-то он мне не очень понравился. Hello, how are you? 98. Yeah. Фу. 0,33 цена за литр реала. Получается это что? $1, да? У ГГшек хорошо, бак 30 литров надолго хватает.
Кажется, мне надо туда. А тут он опять. Посреди города река. Давай-ка проверим по карте, куда мне надо. Там тоже такое течение хорошее, снесет может. Прям, смотри, как бурлит прям. Заселился в городке Низва. В отельчик. Хорошо, что вот сегодня какой-то просто ад. Парит после дождя. Плюс еще облака ходят. Говорят, сейчас будет еще 2 минуты после обеда дождь. На улице просто какой-то ад. Весь мокрый. Когда едешь, еще не все стоит остановиться на, не знаю, 3-5 минут, все сразу весь мокрый. Кофта вся мокрая, как будто бы стирал, как будто постирал и себя начал. Пока сюда поднял, вещи для ходки сделал и брал. Весь мокрый стал, пока поднимется. Вот такие пироги у нас. Форт уникален вот этой большой в диаметре круглой башней. Это самая большая по диаметру башня на Аравийском полуострове. В диаметре 40 метров, высотой в районе 24 метров. И еще фундамент на 30 метров, чтобы выдерживать залпы минометных орудий. Точно такая же щель, куда они могли вылить за пазуху наступающим что-нибудь горячее. А вот сейчас вот здесь сделали стекло, то есть дверь открывается, и туда сразу так и ушел. Получается, возле каждой двери такой капканчик они устраивали. И вон тоже дырка. Но мне кажется, если ты одну такую увидел, твоему товарищу за пазуху налили, с остальными ты уже будешь опытный, будешь осторожней в остальных дверях. Вот смотри, опять ловушка. Я не знаю, это надо дураком быть, чтобы тебе за шею налили сначала меда, а потом ты еще и в капкан провалился. Пушки, 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 пушки. Ну да, смотри, сколько здесь пушек. Когда они все ведут стрельбу, оно, конечно, эта глиняная штука не должна развалиться. Смотри, так они по кругу, все вот эти 40 метров. Если я не ошибаюсь, эти пушки не оригинальные. И многие подарили там различные мировые музеи. Правительственные подарки. Да. Ядра далеки от идеальной формы. Снова дождик начинается. Эти ступенечки, там на схеме были показаны, это новодел. Так, чтобы просто люди могли подниматься, смотреть.
Уникальный катер. Затопило парковку, через которую я сегодня хотел проехать. Я вот тут вот, вон на той стороне, вон там я остановился и потом объехал, не поехал вброд. До сих пор там вон поток сильно. А это все по факту это парковка. А в выходной день, в пятницу, сделают вместо этой парковки большую-большую ярмарку. Сейчас там река. Да, интересный, конечно, форт. Дождик усиливается. Все, буду спускаться, а то мокну. И интересная, конечно, получается такая экскурсия в эту башню. Даже не назовешь ее башней. Как будто площадь. Сама башня как будто бы стена. Площадь, обнесенная стеной. А это вот такая башня. Очень-очень интересно. Необычно. Такая знаменитая башня в городе Низва. Я тут схоронился от дождя. Вот эта башня, этот форт, это один из самых главных фортов, который охраняет ход между горами, через который я проехал. Джебель-Акдар, запомнил Акдар, где вот я был вчера, где на этот Джебель-Шарм заезжал. И восточные хазары, не западный, через который я проезжал, когда ехал с Сахара, а вот восточный, который сюда ближе уже к морю. И между ними такой есть естественный вот проход. И вот Низва, этот город, и вот этот форт, он являлся очень таким важным звеном в цепочке этого defense, как его, обороны. Это комнатка тюрьма вот в этом замке. Вот эти кандалы. Я вот сижу вот тут уже сколько. А вот эти вот концы, вот этот, и он тот. Не перестают шататься. Шатается и шатается.
Это мечеть султана Кабуса, столица Омана, Маскате. В 1992 году султан Кабус заявил, что в его стране должна быть великая мечеть. Уже на следующий год начался тендер на дизайн будущей мечети. И еще через год, в 1994 году, началось строительство. Строительство заняло 6 лет и 7 месяцев. Немусульманам вход в мечеть разрешен только утром с 8 до 11 утра. Но так как выполнена подсветка этой мечети, и особенно ее купол, он подсвечивается изнутри, что необычно, а не снаружи, поэтому имеет смысл также посетить мечеть и в темное время суток. Но если не мусульмане, то на территорию самой мечети в это время уже не пустят, только вокруг нее получится погулять.